Когда я только начинал снимать, я столкнулся с вопросом выбора микрофона. В одном из обзоров я познакомился вот с этим красавцем. Boya BYM-1. Достойное качество звука и 6-метровый провод очень впечатлили меня. И я подумал, что с таким проводом я ни в чем не буду ограничен. Но если честно, провода — это боль. И я купил себе радиомикрофон Saramonic SR-WM4C. Хотя это видео не о нем. Короче, очень скоро я обнаружил, что при работе со стабилизатором Saramonic также не является панацеей, так как он очень тяжелый и очень сильно дестабилизирует камеру. Однако электронный стаб, он на то и электронный, что способен справиться и с такими задачами. И я, конечно, решил, что дисбаланс от радиосистемы не помешает мне в работе. Однако хрена лысого. При сильных наклонах движки не выдерживали, а при переводе вниз эта дура не пролазила в оставшееся до базы пространство. Я начал искать что-то более компактное. Но, как ни странно, все радиосистемы как будто делались по одному лекалу и были практически одного размера. Можно было взять только что-то с более благородными антеннами. В общем, я понял, что так жить нельзя и надо что-то с этим делать. Компактных радиосистем нет и надо как-то бороться с этой проблемой. И вот, повертев ресивер в руках, я обнаружил, что вот эта вот пятка у него абсолютно квадратная. А значит, в горячий башмак его можно засунуть даже боком. И вот когда мы засовываем его туда боком, то у нас наблюдается совершенно иная картина. Опустив вот так вот антенну вдоль камеры, мы получаем практически абсолютно сбалансированную систему, так как сам ресивер находится теперь вдоль корпуса камеры. И вот этого продольного дисбаланса уже не получается. И мы можем снимать как нам нравится, то есть все у нас уже здесь пролазит совершенно свободно. И мы можем вращать стабилизатор так, как нам нужно, не испытывая никаких проблем, и ничто не отваливается, движки держат нормально. Обрадованный своей гениальностью, я пошел на первое дело. И все шло хорошо, пока я вдруг не обнаружил, что у меня пропал звук. Я начал разбираться, в чем же дело. И выяснил, что в ресивере сели батарейки. Я реально расстроился. Как так-то? Я же перед выходом проверял, индикаторы были зеленые. Короче, это была подстава. Я твердо решил, что нужно искать что-то другое. Но теперь я точно понимал, что это должно быть компактным, работать от аккумулятора и иметь нормальный индикатор питания. И однажды на YouTube я нарвался на обзор новой радиосистемы Rode Wireless Go и понял, что это именно то, что я искал. Однако, когда я перешел по ссылке и увидел цену, я был охренеть как ошарашен. 300 бакинских комиссаров. Очень тяжело было принять такой ценник, но я очень загорелся идеей. Я понимал, что для меня это единственный вариант, других на рынке просто нет. Короче, я стал искать, где подешевле. Но оказалось, там, где дешевле, там нет в наличии. Да и где дороже, кстати, тоже. Я прошерстил БУ-сектор на eBay и Авито, но так как система еще совсем новая, в БУ-секторе она не выставлялась. Однако на Авито один продавец сказал, что у него есть новое в наличии, прямо из Европы. Правда, ценник был совершенно безбожным – 19 500. Я обещал подумать, и через несколько часов продавец написал мне, что ошибся с ценником и можно забрать систему за 17 300. А на мое заявление подумать еще уронил цену до 16 990. Тут я решил, надо брать, и через неделю уже публиковал короткую распаковку у себя в Instagram. Let's see what is inside the box. And check it in the box. So what is inside? Микрофон пришел с целкой на коробке, и я не рискнул ее срывать в пункте выдачи для проверки, от чего очень волновался. А вдруг они как-то расклеивают коробки, минуя целку, и запихивают туда некондицию? Но все оказалось в порядке. Микрофон работает и оказался очень удобным. Вот вы можете посмотреть на сам приемник. Есть вот такие мохнатки для ветрозащиты в количестве 2 штук. Однако держатся они достаточно хреново. Стоит только чуть-чуть задеть, одно неловкое движение, и они отпадают. Тут, конечно, непонятно как-то
почему так хреново сделали. Но, наверное, можно пришить какую-нибудь такую резиночку, как раньше варежки вешали, ниточку, и как-то на скотч прилепить ее к башке, чтобы совсем не потерять, когда она отвалится. Есть индикаторы питания. Вот я постараюсь вам это показать. То есть вот есть вот здесь индикаторы питания на самом микрофоне. А есть вот здесь вот. Но я боюсь, что вам будет не видно, потому что плохо подсвечено. Ну вот, на приемнике есть оба индикатора, для приемника и для передатчика. Самое прикольное, что не нужна никакая петличка. Все находится здесь. То есть проводов нет в принципе. А провода — это боль. Есть, конечно, и минусы от крепления такой вот большой башки на футболку. Если у вас ворот растянут или ткань у футболки просто слабая, мягкая, то эта штука может вот так вот выворачиваться. Блять, а вот эта вот меховушка вот так вот отпадать от любого неловкого движения. Блин, вот это уже реально бесит. Но и тут производитель оказался предусмотрительным и проделал в корпусе дырку под стандартный микрофон. Так что вы можете прицепить сюда любую петличку, если вам так удобнее. Кстати, у меня на кухне нехилое эхо, да еще и чайник работает. Напишите в комментах, как звучит. А я пока подожду. Да, из меня еще тот свисток. В общем, я пока доволен прибором, хотя и не имел возможности полноценно оценить его звук. Но в характеристиках указаны различные новомодные стандарты беспроводной передачи данных, а также разные вкусные характеристики встроенного микрофона. Так что я думаю, что звук должен быть нормальным. Сейчас я нахожусь на перекрестке с достаточно таким обильным трафиком, поэтому вы можете оценить, насколько данный микрофон разделяет внешний шум и голос. А сейчас я говорю в подъезде, где очень сильное эхо. И я, честно говоря, не знаю, что получается. Впрочем, вы уже можете оценить звучание, а я оценю его еще раньше, на монтаже. Короче, решил немного поиграться с децибелами. Сейчас у меня стоит минус 12, и я почитаю разные скороговорки, чтобы вы могли послушать, как он воспринимает свистящее, шипящее, пердящее и так далее. Итак, поехали. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Ехал грека через реку, увидит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Сейчас минус 6. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Ну и выходим на 0 дБ. Это, скажем так, режим а-ля буст. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ну и бык тупогуб, тупогубенький бычок.